Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, которые надо учитывать при подключении стиральной машинки в кухонный гарнитур. То есть те моменты, которые обязательно должны быть учтены, когда машинка встроена в кухню. Для начала рассмотрим, как неправильно подключена машинка. Вот здесь вот стоит машинка. Очень красиво, так сказать, замурована в кухне. Итак, что же здесь у нас неправильно? Во-первых, чтобы открыть селит, прочистить сливной фильтр, надо откручивать саморез. Дальше, чтобы вытащить машинку, надо снимать петли, надо снимать дополнительную доску, на которой держится эта дверь. Опять петли, то есть это не совсем, так сказать, удобно. С другой стороны, опять петли и самое главное, розетка электрическая, что довольно затруднительно, в принципе. Поэтому эта машинка, так сказать, серьезно замурована. Машинка должна легко выниматься из кухонного гарнитура, примерно вот на такое расстояние, чтобы было удобно его обслуживать. При подключении следует учитывать, что сливной шланг, который вот здесь на картинке воткнут в канализацию, должен быть на высоте примерно 30 сантиметров. То есть сзади машинки на 60 и канализация на 30. Можно подключать также вот так к сифону. Вот более подробная схема подключения к сифону. При этом надо обязательно учитывать, что машинку надо вытаскивать. Для этого надо купить заливной шланг соответствующей длины и также удлинить сливной шланг. Меняется он очень просто. Покупается вот такой переходник. В результате шланг соединяется таким образом. Завязываем, затягиваем хомуты и получается вот такое соединение. Поэтому всегда учитываем, что стиральную машинку надо обслуживать, и для этого соблюдаем вот эти рекомендации, и все будет хорошо. Спасибо за просмотр, ставим палец вверх, подписываемся на канал, впереди много интересного.